Итак, если мы возьмем работы любых старых мастеров, мы увидим, что под небо, под синее небо они всегда делали теплую подкладку. Если мы вспомним цветовой круг, мы увидим, что противоположным тоном синего является желто-оранжевый, поэтому под небо, какое бы оно ни было, я всегда делаю теплую подкладку на белильной основе. Соответственно, ориентируясь на цвет и тон светлых частей, на цвет и тон облаков, вот, то есть домешивая этот цвет и тон с белилами, замешивая, я делаю теплую подкладочку и втираю ее в холст, то есть чтобы у меня сразу же это все высохло. То есть, посмотрев любые работы Левитана, Шишкина, моего любимого Манстеда, вы сможете этот механизм увидеть. Это всегда компенсирует некую яркость синего цвета, это дает возможность писать потом по небу сразу же фактурно, оставляя какие-то куски даже не тронутыми от имприматуры. Теперь мы подходим к написанию зелени, и тут в полной мере мы вспоминаем цветовой круг, что зеленым оттенком нам соответствует красный или, допустим, я сейчас беру коричневый, нейтрально-коричневый оттенок, это умбру жженую, и замешивая их друг с другом, мы получаем сразу же сложный оттенок зеленого цвета. Два цвета больше мне не нужно, но эти два цвета должны быть правильны. Почему я взял холодный оттенок зелени? Мы уже говорили о том, что зелень у нас стоит в противоход от солнечного цвета, мы пишем контражур, и, соответственно, холодный оттеночек зелени у нас появляется. Первый слой я делаю всегда щетиной, то есть я растираю щетинной кистью цвет, делая тонкий оттенок, который впитывается у меня в работу. Основные тени у нас являются холодными, но взяв холодный оттенок, вы просто получите сразу же очень синюшный цвет. И снова я употребляю тот самый сложный замес, это холодно-фиолетовый с оранжевым цветом, являющийся противоположный. И этот цвет у меня хорошо подходит под основные холодные тени в нашей группе деревьев, а в теплые места, в глубокие тени я добавляю сиену жженую, которая мне дает глубину сразу же оттенков цвета. То есть мы сразу же настраиваем, выстраиваем себе кусок как контражурный холодный оттенок. Все вертикальные поверхности всегда темнее, чем горизонтальные, то есть на поверхность травы всегда попадает больше оттенка света и рефлексности от неба, поэтому используя большее количество белил. А белила в тонком слое первом не являются ошибкой, потому что раньше в старые времена эмульсионных грунтов не было, были масляные грунты, и добавляя белил, мы тем самым имитируем масляный грунт. Вот, то есть я закрываю, добавляю в основной цвет дополнительные оттенки. Что такое основной цвет? Это цвет окрашенности предмета. То есть у каждого предмета существует определенный цвет и оттенок, который является его локальным цветом. Как говорил Репин, берегите локальный цвет, оттеночность дает колоритность, но уводит от точности. То есть, поэтому оттенки, безусловно, нужны, но они должны быть частью уже основного получаемого цвета. Используя все те же самые замесы холодно из нейтрально-зеленых с коричневыми, я получаю сложный оттенок под свою траву и жидко на лаке с разбавителем проливаю эту поверхность земли. Просто добавляю туда какие-то красочки. На дальнем плане будет холодная полосочка леса. Там можно уже полноценно употребить холодный оттенок.
И выстраиваем, в первую очередь, мы выстраиваем силуэты наших деревьев. Мы не считываем детали, мы считываем всегда первичные силуэты. А уже потом мы видим травинки и все остальное. Этот тонкий слой входит в поверхность холста и соединяет вам поверхность живописи с основой. У пейзажистов есть такое правило, сказанное одним из старых художников, честно, к своему стыду я до конца не помню, кто это сказал, но есть такой момент, что первый план коричневый, средний зеленый, дальний синий. То есть на первом плане у вас появится максимальное количество теплых теней, то есть те, которые вы видите у себя в работе. То есть поэтому, не боясь употреблять, туда можно достаточно теплые краски в теневых местах. Дорога у нас не освещена, она повернута максимально к поверхности нашего неба, и поэтому она поймает очень большой рефлекс, и туда я добавляю, чтобы замешать этот цвет, туда я добавляю как раз аналоги черных красок. Это холодно-коричневый цвет, у меня это земля Касл, и к ней можно подмешать, допустим, небольшое количество охры. Она ее подтепляет и дает точный сразу же цвет. То есть я не мучаюсь, не мешаю много красок, я знаю точно свою палитру, я знаю, какие цвета, что мне дают. Очень во многом этому помогает такое упражнение, как выкраски, когда берется определенное количество цветов. Чаще всего выкраски делаются для противоположных оттенок, для зеленых с коричневым, для зеленых с красными. И попарно смешиваются друг с другом. Сначала смешиваются в соотношении 80 к 20, то есть, допустим, 80% зеленого, 20% коричневого. Потом смешивается 50 на 50, и потом смешиваются 20 на 80. Так, вопрос, а вот эти выкраски, их когда нужно делать? Их надо делать изначально, вот если вы начали заниматься масляной живописью, то надо не полениться и постараться себе посвятить определенное количество времени, просто положив 3 зеленых, 3 коричневых себе на палитру и посмешивая мастихином в процентном соотношении, а потом поразбеливать, добавляя в каждый из замесов сначала 25% пилил, потом 20, 50, потом 80. И вы увидите, что из 3 красок, грубо говоря, из окиси хрома и 3 коричневых с разным разбелом и с разным процентным соотношением вы получите около 40 цветов из 4 красок. То есть получается 3 зеленых, 3 коричневых, мы получаем несколько сотен оттенков цветов. И поэтому у нас достаточно минимального количества цвета, но смешано в разном процентном соотношении, чтобы получить очень сложные, очень интересные оттенки. Проложив этот цвет, я начинаю действовать с того, что у нас быстрее всегда меняется и всегда очень зависит от этого наша нижняя часть пейзажа, это небо. То есть небо, изменяющаяся субстанция в таком контражурном пейзаже, это наиболее быстро уходящая натура, и я начинаю писать уже небо. Если первый слой употреблял с помощью щетины, дальше я начинаю работать с помощью синтетики. Небо делится на 3 зоны. Верхняя зона всегда холодноватая, то есть замешивая холодный оттенок синий, как всегда, чтобы его немножко успокоить, я могу добавить в него немножечко, чуть-чуть оранжевого оттенка. На кончике кисточки я добавляю оранжеватого оттенка цвета. И вы увидите, как ваш голубой оттенок, он гаснет и становится намного более приятным. То есть не надо мучиться, не надо ничего искать долго, просто помните о том, что один оттенок цвета успокаивает другой с помощью противоположности их по цветовому кругу.
Верхняя зона всегда при любых обстоятельствах, нет, наверное, я не прав, при 99% случаях холоднее и темнее. Средняя зона всегда нейтральна к зелени, то есть она содержит чуть зеленоватый оттенок. Нижняя всегда теплая. Две ситуации, когда эта история наша меняется. Это сумерки, когда небо внизу становится холоднее и темнее, то есть оттуда приходит ночь, и верхняя часть еще освещается зашедшим солнцем, и оно теплеет, а нижняя часть становится холодной. И туман, когда он сжирает нашу нижнюю часть неба, и за счет своей плотности он также затемняет и захолодняет. В остальных процентных отношениях небо сверху холоднее и, соответственно, темнее. То есть есть такая вот схема у меня относительно неба, да, то есть холодный цвет неба в верхней части, нейтральный в нижней и, соответственно, теплый внизу. Облака имеют полностью противоположную в тенях насыщенность цвета. То есть наверху в облаках возникает больше теплых теней, внизу в середине нейтральных, а внизу холодный. А цвета снова поворачиваются в оттенок неба, то есть холодный свет на верхних облаках, нейтральный в средних, теплый в нижних. То есть это те схемы, которые для себя надо помнить, относительно которых мы пишем. Как получить нейтральный оттенок цвета? Грабарь советовал добавить изумрудки, но я все-таки, у меня есть какие-то свои схемы, я добавляю чуть белила, добавляю чуть-чуть больше желтого цвета и начинаю выходить уже в оттенки более нейтральные, более зеленоватые. То есть и грубо, абсолютно без особого списывания сейчас даю вторую зону, обходя только лишь оттенки оттенками неба, обходя силуэты наших облаков. То есть я даю вторую зону, которая у меня существует на пейзаже. И нижняя, третья зона, она теплая, то есть туда можно добавлять любые теплые цвета, которые сейчас оказались у вас в натуре. У меня это будут оранжевато такие вот охристые тона с большим количеством белил. Я добавляю эти оттенки сюда себе в небо. Так как мы пишем быстрый этюд, я раскладываю большими пятнами, да, то есть стараясь особенно сейчас не вдаваться в детали. Часто после такой процедуры у нас появляются три зоны в небе, которые смотрятся полоской. Можно взять чистую кисть, можно взять ту же кисть, которую мы пишем, и просто физически смешать эти зоны, физически смешать оттенки друг с другом, то есть перевести одну зону в другую, то есть просто мы физически можем добавить один оттенок, перемешав его с другим. То есть, но тем самым зонирование неба у нас сразу же произойдет очень-очень сильно. К теплым оттенкам мы вернемся. И сейчас мы должны разложить массы и, соответственно, большие пятна наших облаков. Вот этот момент, когда здесь сразу появились теплые, а там более холодные, это связано с тем, что цвет, который теплый, он всегда выглядит чуть темнее, чем тот, Да, да, безусловно, он темнее всегда, он всегда, соответственно, мы увидим теплые здесь внизу под ногами, то есть любая трава, любые камни, мы видим их здесь. В любом случае, когда мы добавляем более теплые цвета, он автоматически... Да, мы автоматически приближаем, поэтому, темнее, допустим, значит, нельзя делать на заднем плане откровенно теплые оттенки, они вывалятся к нам. Одинаковые холодные, одинаковые теплые по тону будут на самом деле смотреться по-разному. Безусловно, так и ближе, есть. А так и такой есть. же тон холодный будет Да, смотреться закон дальше. той самой мутной среды, он съедает эти теплые в уходящем горизонте. И, соответственно, у нас холодные от нас становятся дальше, а теплые к нам подходят ближе всегда. Чудесно.